Всех приветствую на канале SafePal, меня зовут Артем, и сегодня мы с вами разберем такую тему, как вывод криптовалюты с централизованной биржи на децентрализованный кошелек, а также как пополнить аккаунт биржи с расширения SafePal. Для примера мы будем использовать аккаунт биржи Binance, и первым делом, что нам нужно сделать, это авторизоваться на бирже. После авторизации мы попадаем в панель инструментов, где видим все наши доступные активы на спотовом кошельке биржи. Нам нужно нажать кнопку «Вывод». Сразу же попадаем в окно вывода криптовалюты, но если вы впервые выводите активы с биржи, то у вас может открыться окно вывода фиатных средств. Оно обычно открывается по умолчанию, поэтому не стоит пугаться, просто нажимаете на кнопку «Вывод криптовалюты» и вас переводит в нужное окно. Далее мы здесь видим выбор токенов. В качестве примера давайте возьмем токен SafePal. И ниже необходимо указать адрес, это куда мы будем выводить данный токен, и сеть. Сеть – это очень важный параметр в выводе криптовалюты, потому что в данном случае у нас используется одна сеть Binance Smart Chain. Вот для примера мы возьмем токен USDT и видим, что он используется в разных сетях. То есть для вывода токена USDT вам нужно в вашем кошельке взять необходимый адрес нужной сети, вставить его в поле адрес и выбрать нужную сеть. Так, выберем обратно токен SafePal. Так, где же нам взять адрес? Для этого мы перейдем в расширение SafePal, вводим ваш пароль и видим токены, которые у нас добавлены. Вот он, токен SafePal. Мы на него нажимаем, переходим в него и видим, в какой сети данный токен. То есть вот название токена, сеть BEP20 используется, она же Binance Smart Chain. Вот, ниже мы видим логотип токена с логотипом сети, в которой он используется, и наш адрес кошелька. Мы нажимаем кнопку «Получить». Здесь эта информация дублируется, название токена, логотип с логотипом сети, название сети, адрес смарт-контракта, QR-код вашего адреса, а также ваш адрес в текстовом формате. Нам нужно скопировать адрес и переходим обратно в окно вывода криптовалюты. Сюда мы вставляем только что скопированный адрес и видим то, что название сети подтянулось автоматически. То есть, вот, например, у нас здесь для токена SafePal используется одна сеть Binance Smart Chain, да, и то есть другую сеть мы выбрать не можем. Давайте для примера возьмем токен USDT. Снова переходим в расширение SafePal и смотрим. Да, вот у нас токен USDT, он используется в разных сетях. Вот, например, возьмем сеть ERC20, сеть эфира. Нажимаем «Получить», видим всю ту же самую информацию, название токена, логотип токена с логотипом сети, сеть, адрес смарт-контракта, ваш адрес кошелька в виде QR-кода и ваш адрес в текстовом формате. Нажимаем «Скопировать адрес», вставляем его на биржу. И здесь в данном случае уже сеть не подтягивается автоматически. Почему так происходит? Если обратить внимание, вот здесь вот в расширении, да, вот допустим токен USDT в сети ERC20, вот у него адрес там заканчивается на 871. И мы возьмем этот же токен USDT в сети BEP20. У него точно такой же адрес. То есть две разные сети используются, но адрес в обеих сетях один. Если возьмем, допустим, токен TRC20, у него уже другой формат адреса. Вот. Если мы вставим этот формат адреса сюда,
вот, то это также будет вот здесь отображается, то, что адрес не соответствует сети BSC, AVAX, BNB. В общем, это либо адрес Solana, либо TRC. Вот. Это очень важный параметр, поэтому всегда обращайте внимание, в какой сети вы выводите криптовалюту, потому что если в случае с Binance здесь вам биржа сама подсказывает то, что адрес не соответствует, то любые другие биржи, они могут пропустить адрес. Вы, допустим, укажете адрес сети TRC20, а сеть, допустим, нажмете Binance Smart Chain. И вам выведет в сети Binance Smart Chain на несуществующий адрес. Вы потеряете ваши токены. Вот. Ну, соответственно, вы этого сделать не хотите, поэтому всегда внимательно проверяйте. Что ж, приступим к выводу токена с биржи. Снова копируем адрес токена SafePal из нашего расширения. Вставляем его, сеть подтянулась. И дальше нам открывается окошко, где необходимо ввести количество токенов для вывода. Ну, для примера давайте возьмем, с вами выведем 1000 токенов SafePal. Как видим, биржа взимает комиссию, комиссия сети в 21 сотую токена. Вот. Но я хочу, чтобы на кошелек поступила ровная сумма, поэтому я в окно ввода суммы введу 21 сотую после запятой, чтобы сумма вывода была ровная. Все, дальше мы можем нажимать «Вывод». Вылазит снова предупреждение о том, что мы проверили сеть. Мы убедились, что сеть верная. Нажимаем «Подтвердить». И дальше мы видим обобщенную информацию о сумме вывода, комиссия, адрес кошелька, на который выводим, сеть и источник. Мы убедились, что все правильно, нажимаем «Продолжить». Все, дальше у нас выскакивает окно проверки безопасности, где необходимо ввести ваши коды. Нажимаем «Получить код». И проверяем всю необходимую информацию. Вот у нас код на телефон пришел. Вводим код с почты. И если у вас привязан аутентификатор к бирже, то значит вводим код из него. Бывает, что если не привязан, значит он не используется, значит достаточно только телефона и почты. Нажимаем «Отправить». Все, видим то, что запрос успешно отправлен. Нажимаем «Завершить». У нас снова обновляется окно вывода криптовалюты. И видим то, что у нас транзакция появилась в обработке. Она числится. Вот, процессинг означает, что транзакция в обработке. Мы можем на нее нажать, посмотреть расчетное завершение вывода. То есть среднее время обработки транзакции составляет 5 минут. Примерное время. Вот. Здесь мы можем посмотреть детали транзакции. Вот. Сейчас немножечко позже появится. Сейчас проверим. Вот он, появился XSEED. Это своего рода это идентификатор транзакции, который позволяет отследить транзакцию в блокчейне. То есть, как видим, у нас открылся BSC Scan, вот, где мы можем отследить все наши транзакции в сети. Ну, мы видим то, что уже транзакция прошла успешно, сколько она, на каком блоке она прошла, вот, адрес, откуда мы отправили, вот, адрес контракта, вот, адрес кошелька, на который мы отправили. В принципе, нам он здесь не нужен больше. Сейчас мы обновим биржу и посмотрим. В принципе, транзакция прошла уже 19 подтверждений. Можем проверять адрес кошелька. Да, видим то, что токены успешно поступили на кошелек.
Вот на эта транзакция. Также можем здесь посмотреть ее тксид и открыть его в блокчейне. Проверить то, что транзакция прошла успешно. В принципе, на этом с выводом все. Больше дополнить, я не знаю, нечем. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать в комментариях. Я на них отвечу. Дальше давайте попробуем с вами пополнить аккаунт биржи обратно. И для этого перейдем с вами обратно в панель инструментов. Здесь у нас, видим то, что у нас снова открылась панель. Нажимаем кнопку «Ввод» и попадаем в окно ввода криптовалюты. Здесь выскакивает предупреждение от биржи Binance, то, что максимальная сумма на аккаунте, на российском аккаунте может быть 10 тысяч евро. Нажимаем «Я понимаю». И дальше нам нужно выбрать криптовалюту, которую мы будем переводить на аккаунт биржи. Я также отправлю токен SafePal. Выбираем токен SafePal. Здесь автоматически подтягивается сеть, потому что сеть используется одна, Binance Smart Chain. В другой сети этого токена нет. И нам сразу выскакивает адрес на бирже. То есть здесь можно увидеть QR-код этого адреса, если вы отправляете, например, с телефона, с вашего. И можно этот адрес сразу скопировать. Также здесь отображается техническая информация, минимальная сумма ввода, сколько подтверждений сети нужно пройти, чтобы транзакция была обработана успешно. Мы копируем адрес и переходим обратно в наше расширение. Если помните, при выводе я сказал то, что там биржа взимает комиссию в 21 токена SafePal. Если на бирже при выводе каждого токена комиссия взимается в этом токене, то когда вы отправляете криптовалюту с децентрализованного кошелька, то комиссия сети оплачивается токеном данной сети. То есть, например, у нас сеть Binance Smart Chain, и ее родной токен это токен BNB. То есть, значит, для оплаты транзакций в этой сети нам нужен токен BNB. Если у нас сеть эфира ERC20, значит, для оплаты комиссии и для перевода нам нужен токен эфира. Соответственно, если токен в сети TRC20 находится, значит, для оплаты комиссии в этой сети нам нужен токен TRX. Обязательно обращайте на это внимание, потому что многие переводят криптовалюту на децентрализованный кошелек, а потом не могут ее обратно вывести, потому что у них нет нужного токена в нужной сети. То есть об этом нужно позаботиться заранее. Но у нас в нашем случае есть токен BNB на балансе, поэтому мы просто переходим снова в токен SafePal и нажимаем кнопку «Отправить». Здесь мы видим, какой актив будем отправлять, адрес смарт-контракта, сеть, и вставляем наш адрес, который мы только что скопировали с биржи. Здесь мы видим ниже доступный баланс, наши токены, которые пришли на наш кошелек. Указываем сумму. Я нажму по максимуму. Здесь можно указать руками любую сумму. Я нажму по максимуму, потому что хочу перевести все на биржу и продать. Нажимаю «Подтверждаю». Далее мы видим, какая сумма будет списана. Это 1000 токенов SafePal. Примерный эквивалент в долларах. Опять же, сеть, в которой будет обработана транзакция. С какого кошелька. На какой кошелек. Это как раз таки кошелек биржи. И комиссия сети. Мы видим то, что комиссия сети взимается в токене BNB. О чем я говорил ранее. И здесь мы можем вручную настроить комиссию, то есть здесь есть 3 предустановленные кнопки, это комиссия поменьше, стандартная и побольше. То есть это примерно 10 центов, 13, 14. Также можно поставить комиссию вручную, это необходимо, если на сеть идут сильные нагрузки, например, в период каких-нибудь сейлов или, не знаю, сеть очень долго обрабатывает транзакции и у вас она не проходит, вы можете указать вручную, повысить комиссию, например, на 60 единиц. И у вас будет комиссия составлять $26, но транзакция таким образом пройдет быстрее.
Сейчас никаких нагрузок на сеть нет, поэтому я использую стандартную комиссию. Видим у нас какой баланс токена BNB, то есть нам его для комиссии вполне хватает, и нажимаем «Продолжить». Далее видим то, что у нас выскакивает окно подтверждения, и нам нужно зайти в приложение SafePal и подтвердить эту транзакцию. В приложении мы видим всю эту дублирующую информацию, детали транзакции, нажимаю «Далее», сканируется отпечаток пальца либо Face ID, и видим то, что транзакция успешно отправлена. Мы ее уже видим в исходящих, вот она находится в обработке, и можем посмотреть детали. Статус транзакции, то, что он в обработке, комиссия сети 0 BNB, но это округлено. Время транзакции, какой тип это отправка, и также сеть транзакции. Мы его можем открыть в обозревателе блокчейна и проверить. Но мы видим то, что транзакция уже прошла, статус транзакции успешен. Опять же, видим всю ту же самую информацию. Можем закрыть и проверить баланс биржи. Заходим в панель инструментов. И проверяем баланс. Ну, баланс пока что не обновился. Можем посмотреть недавний ввод средств. Мы видим то, что транзакция здесь уже она появилась, она в обработке. Просто на аккаунте биржи пока мы ее не видим. Сейчас снова зайдем в панель инструментов и проверим. Уже 16 подтверждений сети прошло, поэтому мы уже должны увидеть наши активы. Да, все, мы видим то, что сумма изменилась с 2000 на 3000. Означает то, что наш токен поступил на баланс биржи. Дальше мы можем уже либо торговать, либо, не знаю, либо продавать его, выводить обратно куда-то. В принципе, на этом я закончу нашу инструкцию. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте комментарии. Всем спасибо, всем пока.